Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам свою коллекцию фильмов по киновселенной Marvel. Это, можно сказать, ремейк одного из ранних моих видео, в котором я уже показывал частично эту коллекцию. Но с тех пор в коллекции появилось некоторое количество изданий, которые раньше были на DVD, стали в Blu-ray. И теперь все 23 фильма в моей коллекции с киновселенной Marvel присутствуют в формате Blu-ray. То есть все 23 фильма из саги Бесконечности, плюс один фильм из саги мультивселенной, а именно Человек-паук «Нет пути домой». И сегодня все эти 24 фильма я вам покажу. И идти я буду в хронологическом порядке. И буду также называть год выхода фильма, который буду показывать. И первый фильм, это у нас фильм 2008 года. «Железный человек» режиссера Джона Фавро. Именно с данной картины началась киновселенная Марвел. Роль Железного человека исполнил Роберт Дауни-младший, конечно же. И здесь мы можем видеть, что тогда большинство фильмов из киновселенной Marvel, дистрибьютором их была компания Paramount Pictures. А это у нас первый фильм «Железный человек». В том же 2008 году вышел второй фильм «Невероятный Халк», который уже выпускала студия Universal Pictures. И это единственный фильм, который она выпустила из киновселенной Marvel. И это у нас фильм «Невероятный Халк», где роль Халка исполнил Эдвард Нортон, но который потом ушел из киновселенной Marvel. Данное кино также у нас вышло в 2008 году. Идем далее. Следующая картина. Это у нас фильм «Железный человек 2», который вышел не в 2009 году, а в 2010 году. То есть в 2009 году никаких фильмов Marvel не было. А в 2010 году вышел фильм «Железный человек 2». Продолжение. Представлено у меня на Blu-ray в таком вот двухдисковом издании, где у нас сам фильм и дополнительные материалы на отдельном диске также присутствуют. «Железный человек 2». Далее, в следующем году, в 2011 году, вышла картина про Тора в исполнении Криса Хемсворта. Тоже у меня в коллекции представлено двухдисковым изданием. Обычные 2D-версии, а также 3D-версия данной картины. Фильм «Тор». И в том же 2011 году вышел фильм про Капитана Америка, который в российском прокате был назван «Первый мститель». И роль Капитана Америки, конечно, исполнил актер Крис Эванс. И дистрибьютором всех этих фильмов также у нас являлась студия Paramount Pictures. Но к тому времени уже Disney купил Marvel, но фильмы продолжали выходить некоторое время под дистрибьюторством Paramount и производством. И следующая картина в 2012 году это у нас фильм «Мстители», который представлен у меня в формате 3D, в таком вот издании, в слипе. Это у нас уже издание диснеевское, хоть и прокатывал Paramount. Также у меня есть DVD с данным фильмом. И здесь также присутствует внутренний арт у данного издания с самими Мстителями.
Режиссером данной картины выступил Джосс Уидон. Такое вот издание. И этим фильмом завершилась первая фаза киновселенной Марвел, которая состоит из 6 фильмов. Переходим далее. И началась вторая фаза. И первым фильмом второй фазы киновселенной Марвел стал триквел Железного Человека, Железный Человек 3. Это у нас последний фильм, который под дистрибьюторством, по крайней мере, здесь отображено, Paramount Pictures, Железный Человек 3. В отличие от первых 2 частей про Железного Человека, данный фильм снял режиссер Шейн Блэк. Здесь видим такой вот внутренний арт с Железным Человеком. Это у нас был 2013 год. Также в 2013 году вышел сиквел про Тора, а именно Тор 2 Царство Тьмы, где у нас снова свою роль исполнил Крис Хемсворт. Это у нас уже полностью Дисней издание. Присутствует у нас здесь внутренний арт с Тором, со своим Мьёльниром. Такое вот издание. Оба два этих фильма, повторяю, Железный Человек 3 и Тор 2, вышли в 2016 году. Идем далее. На следующий год, в 2014 году, вышел уже сиквел фильмов про Капитана Америку. Первый Мститель, Другая война. В оригинале он называется Капитан Америка, Зимний солдат. Конечно же, как и в других изданиях от Disney, которые выходили в России, здесь у нас присутствует внутренний арт с 2 главными героями данной картины. Такое вот кино. И в том же 2014 году вышел первый фильм про Стражей Галактики. Картина Стражи Галактики. Такое вот издание, которое мне досталось по очень маленькой цене. На данной картинке у нас представлены главные персонажи данного фильма. Все 5, включая енота, который здесь на сгибе может быть не виден. Фильм «Стражи Галактики». Далее настала очередь еще одного фильма про Мстителей, который у нас также снял Джосс Уидон. Данная картина вышла в 2015 году. Это фильм «Мстители. Эра Альтрона», где наши персонажи снова собрались вместе, чтобы бороться в данном фильме с Альтроном. Видим здесь у нас на картинке Халкбастера, который был создан, чтобы бороться с Халком в случае проблем. Такое вот издание. И, наконец, последний фильм из второй фазы киновселенной Марвел, который также представлен у меня вот в слипе в таком издании 3D плюс 2D. Человек-муравей. Главную роль Человека-муравья здесь исполнил актер Пол Радд. Такое же изображение под слипом. Здесь у нас так же, как и на предыдущих изданиях, которые выпускал Disney в России, присутствует внутренний арт с главным героем. Такое вот издание.
И во второй фазе также было 6 фильмов, начиная с «Железного человека 3» и заканчивая «Человеком-муравьем». Наконец, началась третья стадия, самая долгая в первой саге киновселенной Марвел. И началась она с фильма «Первый мститель. Противостояние», или как она в оригинале называется, «Капитан Америка. Гражданская война». Данный фильм на Blu-ray в России не выходил, или с русским где-нибудь за рубежом. Поэтому я приобрел такое вот зарубежное издание, где, конечно же, нет русского языка, но сам фильм присутствует. Внутри видим рекламу других изданий из киновселенной Marvel, а также рекламу игры про персонажей Marvel. И данная картина «Первый мститель. Противостояние» вышла в 2016 году. В том же 2016 году вышла еще одна картина. Это «Доктор Стрэндж», главную роль в которой исполнил актер Бенедикт Камбербэтч. Видим здесь внутренний арт у данного издания. На данное кино я, как и на некоторые предыдущие, уже входил в кино. Поэтому видел фильм раньше выхода его на носителей. Идем далее. И в 2017 году вышло сразу 3 фильма из киновселенной Marvel. Первым из которых был сиквел «Стражи Галактики». «Стражи Галактики. Часть 2». На него и на последующие я ходил в кинотеатр. Здесь мы снова видим всю команду на внутреннем арте данного издания. Все 5 персонажей. Все 5 главных героев. «Стражи Галактики. Часть 2». Следующая картина 2017 года. Это у нас фильм, в котором Человек-паук стал полноправным участником киновселенной Marvel. Он хоть и появлялся в ранних, но здесь именно сольный фильм про персонажа в рамках киновселенной Marvel. Человек-паук. Возвращение домой. То есть у нас совместно с Sony и Marvel Studios. Так как это выпускала у нас Sony, то внутренних артов здесь никаких уже нету. 2017 год. И в том же 2016 году вышел еще один фильм, а именно триквел истории о Торе «Тор. Рагнарёк». В фильме здесь также присутствует Халк, которого сыграл Марк Руффало. И присутствует в данном издании внутренний арт. — 2017 год. Идем далее. 2018 год, в который также вышло 3 фильма. Первый из них это сольный фильм «Черная пантера» про одноименного персонажа, который впервые появился у нас в фильме «Первый мститель. Противостояние». Это у нас внутренний арт с Вакандой, то есть страной, в которой правил персонаж Черной пантеры. Такое вот издание. Далее, второй фильм 2018 года. Это у нас фильм «Мстители. Война бесконечности», который начинает завершение данной саги. Здесь видим
большое количество персонажей из данной киновселенной на внутреннем арте данного издания. Данная картина собрала у нас достаточно много в прокате. А продолжение данной истории, начатой в фильме, уже будет в другой картине, о которой будет речь в дальнейшем. И далее третий фильм из того же 2018 года. Это у нас продолжение истории о Человеке-муравье, а именно Человек-муравей и оса. Здесь мы видим большого гиганта, Человека-муравья. И данный фильм также у нас вышел в 2018 году. И, наконец, в 2019 году сага бесконечности заканчивается. И первый фильм 2019 года из киновселенной Марвел — это у нас Капитан Марвел. Сольный фильм про данного персонажа в исполнении актрисы Бри Ларсон. Внутренний арт, конечно же, присутствует данного издания. И это у нас был последний фильм, который у нас Disney выпустил в России на Blu-ray из киновселенной Marvel. Фильм 2019 года. Далее второй фильм из киновселенной Marvel в 2019 году. И второй по кассовым сборам без учета инфляции за всю историю. Это у нас картина «Мстители. Финал», на которую я также ходил в кинотеатр, чтобы посмотреть ее. С русским она уже не вышла в России. И поэтому приобрел такое вот американское издание данной картины. Такое же изображение под фотографией, под слипом. Открываем. Здесь у нас два диска, без каких-либо накаток, просто синие. На одном у нас сам фильм, а на другом дополнительные материалы. Этот фильм у нас в основном завершил сагу бесконечности киновселенной Marvel, но остался один фильм из этой фазы, который у нас также вышел в 2019 году. Это у нас фильм «Человек-паук. Вдали от дома». Сиквел сольных фильмов киновселенной Marvel про Человека-паука. Его у нас выпустила Sony. Такое вот издание. И в третьей фазе у нас, получается, вышло 11 фильмов киновселенной Marvel, начиная от первого Мстителя Противостояния и заканчивая фильм «Человек-паук. Вдали от дома». Итого в общей сложности сага бесконечности у нас 23 фильма. Но при этом у меня также есть еще один фильм из киновселенной Marvel, уже из следующей фазы. Это у нас завершение домашней трилогии киновселенной Marvel про Человека-паука, а именно Человек-паук. Нет пути домой. У меня это испанское издание. Оно вышло с русским языком. Здесь русский язык присутствует как на обычном Blu-ray, так и на 4К Blu-ray. Такие вот накатки дисков. Такое вот издание. И данная картина у нас вышла в 2021 году.
является частью четвертой фазы саги мультивселенной киновселенной Марвел. Такое вот издание. Ну, в общей сложности у меня получается 24 фильма есть в коллекции на Blu-ray из киновселенной Marvel. Такие вот издания. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом все. Пока.